Добрый день, дорогие зрители. Нашу встречу мы начинаем с представления. Сейчас вашему вниманию спектакль по пьесе Михаила Кузьмина. Вернее, композиция по пьесе Михаила Кузьмина «Смерть Нерона». Я совсем не готов. И все-таки я ненавижу тебя. Всегда как турны. Какое золотое небо сегодня. Я никогда не видывала такого. А я видел. Я видел. Давно. Лет 10 назад. Я целый день ходил искать денег. Знал, что дома сидят мать и сестра. Все мы 3 дня не ели. Мне это было нетрудно, но они в таких случаях всегда вспоминали, что христианки, и осыпали меня бранью. Или молчали. Но так, что это было хуже всякой брани. Место не мог найти 2-й месяц. А денег никто не давал. Ходил я к школьному товарищу. Он шикарно устроился, но уверял, что денег ни гроша нет. Оставлял обедать. Я видел накрытый стол с бутылками и белым хлебом. Я отказался. Голова кружилась. И было так легко. Казалось, я мог бы полететь, запеть, записать стихи, заговорить с первой встречной дамой. И вот тогда небо было такое же золотое. Да, 1 раз. Да. Павел, ты умеешь переносить лишения. И все-таки я тебя ненавижу. Я не верю тебе. Может быть, ты прав. У меня бывают такие минуты, когда во мне говорит кто-то. И я, дьявол какой-то. И все необыкновенно ясно и мерзко. И сама я мерзкая. Потом проходит. Проходит? Ну вот, может быть, это и есть настоящее? Брось! Нужно умыться перед обедом. Или обед. Я не могу жить без тебя. Я это знаю. Мария, Мария. Вы все будете счастливы. Ни один день не пройдет без благодеяний. Ни одна капля крови больше не прольется. Судить я всех буду милостливо. Ни от кого не спрячусь я своего лица.
Я все отдам. Я буду для всех утешением, радость, надежда. Одно имя Нерон будет звучать как благовестие. Вот верность умирает. Центурион накрывает тело плащом. Восходит солнце. Конец. Так заканчивается моя пьеса о Нероне. Ну, вот. Ну, конечно, это очень своеобразно. Но насчет исторической верности неясно, на чьей стороне симпатия автора. Величия мало. Все-таки императорский Рим – это большой размах. Слишком истерично. Нет, ну это сумбурно. Едва ли сценично. Да и женские типы похожи на карикатуры. Крайне непочтительно. Но должна же быть у человека какая-нибудь святыня. Господа, Павел Андреевич писал драму, а не историческое исследование. Тут дело в воображении и выразительности. Поэтому все близко и современно. Иначе как он будет писать? Может быть, среди вас в этой комнате находятся такие нейроны? Вот что важно. И вот что мы чувствуем. А теперь милости просим закусить. Там мы продолжим обсуждение. Вино развязывает языки и вызывает мысли. Я прекрасна, потому что вывела всех из затруднительного положения. Это правда? Что правда? Ну, то, что ты сейчас сказала. Вероятно. Иначе зачем бы я говорила? Я не страдаю великодушием. Мария, Мария. Нужно идти к гостям. Ну, Мария. Устала? Здесь слишком много цветов. Это раздражает. Ты же их любишь. Очень. Как редкую прелесть. А тут на каждом шагу. Нет. Мария, тебе скучно со мною? С тобой? Почему? Мне вообще скучно. И без тебя было скучно, и с тобой, прости, тоже скучно. Ты в этом не виноват. Ты тут ни при чем. Я вообще как-то ни при чем в твоей жизни. Не надо так думать, Павел. Ты прекрасно знаешь, какую роль ты сыграл в моей жизни. Ты спас меня и сделал это так великодушно, так благородно. Я ведь до сих пор не знаю, почему ты это сделал. Когда на меня свалилось это богатство, я был как вне себя. Оно представлялось мне единственным средством хотя бы отчасти осуществить
те неизбываемые сладкие и горькие мечты, которые помогали мне переносить мой позор, мою нищету. Там, в Саратове. Я ничего не видел. Я ничего не знал, кроме уродства и злобы. И вот я вижу вас. Вас, создание совсем другой породы, нечеловечьей, нет. И как увидел? В отчаянии, в тупике, в безумии. И я дал вам то, что было нужно для вашего спасения. Но я дал вам из всего себя, чего вам уже не требовалось. Не надо так думать, Павел. Кто знает, что потребуется другому человеку? Ты только представь. Ну вот, если бы из рубля 2, из 2 20, потом 200, 1000 и так далее, и так далее. А то сразу. Я ведь до сих пор не знаю, сколько у тебя денег. Много. И потом ты, Мария, твоя любовь. Это то же, что миллион. После нищеты вся красота, вся нежность, вся божественность мира. Мария, но так не может дальше продолжаться. Ну почему ты молчишь? Ну почему ты меня не любишь? Я люблю тебя. Скажи же это люблю как человек, который любит. Я говорю, как умею. Чего ты хочешь? Мария, что стоит между нами? Между нами стоит благодарность. Я не требую ее. Я сама от себя не требую. И живу как под тучем, под камнем. Я чувствую себя рабой. Не я ли раб твой, Мария? Я чувствую себя рабой. И это мешает тебе любить? Заставить себя я не могу. А попросту полюбить не было времени. Все свершилось так быстро. Я понял, Мария, я понял. Ты просто не можешь простить мне, что стояла передо мной на коленях. Какой ты глупый, Павел. Глупый и грубый. Да. Как Да. можно любить тебя? Да, Мария, да. Павел Андреевич Лукин? Чем могу служить? Меня зовут барон фон Штейнбах. Я из Телестии. Мое имя Фридрих. Вы простите, что я просто так к вам являюсь. Но, впрочем, тут нечему удивляться. Вы артист. Я повсюду ищу вас. Я ездил на вашу родину. Я собирал сведения о вас. Я ночью думал о вас. Вот вы какой. Так. Средний рост. Прямой нос. Русый. А эти глаза. Конечно, они и должны быть такими. Вам кто-то говорил обо мне? Вы слышали от кого-то обо мне? От Никифора Жилинского. От Никифора. Присаживайтесь. Он друг мне. Ну, кто может, узнавший вас, не сделаться вашим другом? И что же вы обо мне узнали? Все. И ваш характер, и вашу судьбу, и ваши мысли, и ваши поступки. Для меня это было просто волшебством. Как будто я только и ждал такого человека.
Тебя, оказывается, можно любить даже на расстоянии. Да. Да, я тебя поцелую. Можно. Павел Андреевич, Представьте, Мари, это, представь, барон фон Штейнбах, моя жена. ваша жена? Да? Это дама? Да. Вот именно эта дама. Вы все разузнали про него и не узнали, что он женат? Какая неосмотрительность. И он женат? Вот именно, жена. Могу я просить вас разрешить мне посетить вас Да. на этой неделе? Да, конечно. Конечно, в среду. Имею честь кланяться. Позвольте. Я Благодарю. посажу вам куда неясно. Времени нельзя ходить без цветка, а цветочниц не будет отбора. Тем более, личико у вас хорошее, а вы еще слишком молоды и будете смущаться. А смущаться вам жены Павла Андреевича нечего. Ну вот видите, как хорошо. Благодарю вас. Всего доброго. Мы остановились в 17 номере, в 17-м, в среду. Вот ее окна, в них свет, не спят еще. Но мне нужно, чтобы она меня не заметила. Дождусь, пока он пойдет домой. Не будет же он у нее ночевать. Я ее могла оставить только там, где мы сидели на скамейке у фонтана. А теперь темно, густая зелень. Вы сможете найти один дорогу? Спички у вас есть? Да. В сущности, в сумке нет ничего ценного. Не беда, если и пропадет. Я сейчас вернусь. Кстати, почему-то нету Павла Андреевича. Это бывает. Вы дождитесь его, он будет очень огорчен, если вы уйдете. Возвращайтесь скорее. По дороге сорвите мне розу. Барон фон Штейнбах, Кто здесь? вы меня не знаете, это все равно. Главное, чтобы она не слышала. Господину Лукину грозит опасность. Все его обманывают, они простые воры и разбойники. Уберегите его от взрыва. О, взрыва, я ничего не понимаю. Вам незачем понимать, только запомните и сделайте. Всю ложь, взрыва не должно быть. Только бы она не знала. Вдруг, все равно кто. И скорее, сегодня же ночью, иначе будет поздно. Фридрих? А вы с кем-то говорили? Вы уже вернулись? Скоро. Павел только что телефонировал, чтобы его не ждали. Зайдите все-таки на полчаса, только половина 12-го. А где же ваша роза и моя сумка? О, какой вы нелюбезный кавалер. Впрочем, вы еще слишком молоды, чтобы быть любезным.
Благовестие! Ха-ха! Благовестие! Огонь! Огонь вас очистит! Только голый человек свободен! Радость! Утешение! И милость! Благовестие! Благовестие! Я знаю, кто вы. Не бойтесь, я вас не выдам. Я знаю, что вы не тот, за кого вас принимают. Вы не самозванец, хотя вас все считают за обманщика. Вы, он и есть. Это было предсказано. Все приметы совпадают. Я же была на ваших похоронах. Это была сплошная мистификация. Похоронили другого. Или куклу. Или никого. Волош это знал. И ваши еврейки знали. Они знали, что украшают цветами пустую гробницу. Весь мир потаенно, подспудно, подпольно ждал вас. И вот вы пришли. Много раз еще будете приходить. Кто же я, по-вашему? Как кто? Вы Нерон. Нерон? Нерон? Римский император! Конечно, передо мной нечего скрываться. Я же вас видела собственными глазами. Господин Лукин, вы удивляетесь, молчите и слушайте. Кто же вы? Ну, кто же вы? Марианна? Марианна, ну тише. А что ты тут делаешь? Ты больна? Не больше, чем вы. Вы находитесь здесь ради вашего спасения. Не спрашивайте. А что Мари? А что Фридрих? Вы все узнаете. Дайте мне вашу руку. Побежим, будто играем в горелки. А? Это никого не удивит. А? Сторож подкуплен, машина за углом. А. Нас очень любят. А Мари? А Фридрих? Потом, бежите. Стоп! Вы хотите их подождать? Что же мы теперь будем делать? Ну, положение теперь не так остро. Я думаю, побег удастся. Ты переправишься через границу и будешь, как прежде, продолжать свою жизнь. Нет, это кончилось. Разве вы не чувствуете, Фридрих? Мы скатились с большой горы. Это
В сущности, ничего не произошло. В сущности, ничего и не могло произойти там, где ничего не было. Лопнула чудовищная уверенность Павла, что деньгами можно всего достигнуть. Он так никогда не говорил. Да, но он так поступал. Нельзя благодействовать человечеству, не видя людей. А он не видел. И меня, и вас. Кого? Для него мы цифры, песчинки, фантомы. О, как я ненавижу это слово человечество. Вы и Павла ненавидите. Ненавижу. Он это знает. Нельзя жить тогда, когда ты этой жизнью обязан другому. Павел не Бог. Вы хотите этим сказать? Догадываетесь? Я говорю неспроста. Фридрих, сделайте один раз в жизни акт воли. Пускай события катятся в бездну мимо нас. Он все равно погиб. Он умер. Давайте жить. Я не хочу предательства. А быть предателем собственной жизни вы не боитесь, Фридрих? Ведь вы же любите меня. Люблю. Я полюбил вас с первой встречи. Моя жизнь принадлежит вам. Но я не изменю Павлу. Измена пойдет на меня одну. Но только не со мной, не через меня. Отказ? Да. Забудьте. У меня жар. Послушайте, как стучит мое сердце. Забудьте этот разговор. И посмотрите, не едут ли наши. Наконец, я живу. Что за чушь, Мари? Несчастья Нерона, как и его величие, никому не даны, кроме его одного. Но вы еще узнаете мой гнев. Позвать весь сенат на ужин и отравить их всех разом. Лакуста это делать хорошо умеет. Поджечь Рим со всех сторон, выпустить диких зверей из клеток. Атуй! Ату! Убить всех галлов, проживающих в Риме. Всех! Младенцев! Женщин, стариков, убить всех! Впрочем, ничего страшного не происходит. Подобные бунты столь характерны для столь обширного государства. Что, корабль готов? Собираемся бежать? Прочь! Куда бежать? Зачем бежать? Стоит мне только выйти на площадь, произнести речь, покаяться, пообещать, поплакать, и этот народ сам упадет к моим ногам. Что, нет? Разорвут на части? Дайте мне сюда кинжал! А нет! Вот этот острее! Ах! Ах, какая тоска на меня нападает! Я всегда любил чувства простого человека. Эти обычные человеческие чувства, но они такие же, как у всех. У животных, у собак, кошек, орлов, воробьев. Нерон! Да ты такой же, как все. Но все же я хотел принести всем благоденствие. Я нес мир искусства. Ах! Какой прекрасный артист погибает! Плачьте! Плачьте! Это придает мне силы! Ай! Вот она ваша верность!
на том свете. Нет, вы в Швейцарии. А это не больница, не сумасшедший дом. Нет, это дача, в которой вы будете жить, пока не поправитесь. Но ведь вы доктор. Я доктор. Но это простое совпадение. Я хозяин этого дома, который для вас снял ваш родственник. И больше ничего. Ваше здоровье уже достаточно окрепло. А я здоров. Только я как во сне. Мне кажется, что я чего-то не помню. И чего-то как будто не знаю. Вы помните, что ваша жена застрелила вашего друга и сама покончила жизнь самоубийством? Помню. Отлично помню. А это не наводящий вопрос, нет? А вы знаете, что вы лишились всех ваших денег? Знаю. Так сказать, я не помню, откуда я это узнал. Теперь вам придется заново начинать жизнь. Жизнь? Конечно. И совсем на других началах. Предоставьте человечеству заботиться о человечестве. Вы человек, и смотрите на человека. И считайте себя благодетелем. Теперь вы как ребенок, без сил, без средств. Но вы знаете, в чем нет силы и что не является средством. Вы знаете, где ложный путь. А это уже многое. Thank you.